Привет, народ! Вы смотрите канал Специи по вкусу. Меня зовут Антон, и сегодня по запросу двух моих подписчиц я вам покажу, как сделать самый настоящий, очень вкусный и очень простой французский луковый суп. Так как этот суп луковый, естественно, нам надо будет взять очень много лука. Я нарезал 1 килограмм обычного желтого лука, но можно использовать какой есть. Нарезаем его полосками средней толщины. В американском варианте этого супа лук нарезают квадратиками приблизительно в 1 см в ширину, но мы же с вами делаем настоящий французский суп, так что если хотите аутентичность, то режьте лук полосками. Я люблю лук немного раздавить, мне кажется, он тогда более равномерно готовится, но на самом деле, скорее всего, никакой разницы нет. Немного неудачный кадр, в общем, в кастрюлю кидаем 100 граммов сливочного масла, наливаем 50 граммов растительного масла туда же, чтобы сливочное масло не горело, это было бы не очень вкусно. И перекладываем лук в кастрюлю и отправляем все это на плиту под крышкой на самый медленный огонь на 1 час. Каждые 20 минут можно подойти и пошевелить его немного, проверить, чтобы к дну кастрюли не прилипло, ничего там. Для супа нам также понадобится багет, если его нет, обычный белый батон тоже пойдет. Вот у меня тут завалялся позавчерашний черствый багет, я его и порежу. Обычно я бы багет резал наискось для красоты, но у меня вот такие вот горшочки для супа. И если я багет наискось порежу, то он просто сюда вот не влезет. Вот видите, как раз место на 2 куска хлеба. Мажем багет маслом и отправляем в тостер, духовку или на сковородку, пока не высохнет. Вот что осталось от нашего лука через час. Он должен быть приблизительно такого цвета, старайтесь лук не палить, иначе ваш суп будет выглядеть не очень. К луку наливаем 200-300 мл несладкого белого вина, обязательно не сладкого, так как в луке сахара и так хватает. Красное вино на этот суп не пойдет. И если что-то прилипло к дну кастрюли, все тщательно отскребаем, там ведь прячется самая-самая вкуснятина. Теперь наливаем около 50 мл какого-нибудь дешевого коньяка, про алкоголь сильно не волнуйтесь, все моментально выкипает, остается только вкус. Добавляем 2 лавровых листа, добавляем 2 веточки тимьяна. Туда же я кину 400 граммов моего говяжьего бульона. Как его делать, я рассказывал в моем предыдущем видео. Кстати, очень рекомендую. Ссылка вот где-то тут, вот где-то там. Если своего бульона нет, возьмите магазинный, если их у вас продают, конечно. Вот, например, у меня есть остатки вот такого бульона, я его сюда тоже вылью, хуже не будет. Большая часть вкуса в супах обычно из бульона, так что используйте или свой, или покупайте какой-нибудь очень-очень вкусный. Теперь мы сюда добавим соль, перец и попытаемся все это перемешать, но эта шайба замороженная нам будет мешать. В общем, ставим просто все это назад на плиту, еще на 20 минут на средний огонь. На французском луковом супе всегда сверху большая такая огромная сырная шапка. Традиционно используется сыр грюйер, он очень-очень вкусный, но он не всем нравится, так как у него такой очень сильный специфический запах. Я тру сыр вот на этой терке, и мне кажется, что он тогда лучше плавится. Если вам не нравится резкий запах старых сыров, его можно заменить или швейцарским сыром, или эмменталь, или даже российский. Возьмите какой-нибудь твердый сыр, который хорошо плавится, и все будет отлично. И теперь вот у меня получились вот такие сухарики. Если вы хотите их натереть чесноком, сейчас как раз самое время. Так что натираем сухарики свежим чесноком. Суп покипел 20 минут, и вот что получилось. Переливаем его в посуду, которую потом можно будет использовать в духовке. У меня есть вот такие симпатичные горшочки. Они обманчиво большие, так что до верха я их заполнять не буду. На суп кладем сухарики и на них пригоршню сыра. Холодным зимним вечером я люблю делать очень густой и очень нажористый такой луковый суп. Если вам хочется водички похлебать, то добавьте просто больше воды и сделайте его более жидким. Ставим горшочки в духовку прямо под верхний нагревательный элемент. Так по ситуации смотрите минуты на 2-3, чтобы просто не сгорело. И получается густой, наваристый, настоящий французский луковый суп, как в самых лучших домах Парижа. Попробуйте, не пожалеете. Вот, как я и говорил, получился обалденно вкусный луковый суп. Если у вас есть какие-то вопросы, не забывайте оставлять комментарии под видео. Не стесняйтесь, я читаю все комментарии, стараюсь практически всем отвечать. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, кнопка где-то вот там. Я ценю все подписки, спасибо большое. Ну а на сегодня все, увидимся на следующей неделе. Всем пока.